Друзья, отойдем немного от эмоций, полученных на чемпионате Европы, еще раз поздравим наших грузинских друзей с великолепным выступлением их национальной команды и вернемся к армянскому футболу. Тем более, что повод приятный. Наши клубы начали свои выступления в новом сезоне Еврокубков, и в целом результаты пока для нас вполне удачные. В этом выпуске будет обзор матчей Пюника в Лиге Чемпионов, Урарту и Ноа в Лиге Конференции. Но прежде чем начать, я очень прошу вас помочь мне с развитием канала. Над предыдущим видео о положении дел в армянском клубном футболе по итогам минувшего сезона в чемпионате Армении я работал больше 2 недель, выискивая свободное время после работы. В итоге его посмотрело чуть больше 1400 человек, хотя подписано вас на меня почти 8000. Из этих 1400 лайки поставили чуть больше 100 пользователей, а комментариев без учета моих ответов и вовсе меньше 20. После такого руки опускаются сидеть часами за ноутбуком, чтобы дальше делать новые видео. Я ведь абсолютно бесплатно это делаю, рекламы на моем канале нет, донаты никто из вас не скидывает уже больше года. Ну, что вам стоит при просмотре влепить лайк, а после просмотра еще и коммент оставить, задав вопрос или просто поддержав канал. Вроде мелочь, от вас не убудет, но пресловутые алгоритмы ютуба тогда сочтут, что данное видео действительно интересное, раз люди лайкают и обсуждают его, и начнет предлагать его новым зрителям. Ладно, заканчиваю ныть. Давайте приступим к игре нашего чемпиона в Лиге Чемпионов. От Пюника очень много ожиданий. Самый наш титулованный клуб, очень опытный и успешный по армянским меркам наставник Гереше Меликян. У команды есть опыт успешных выступлений в Лиге Конференции. Но, к сожалению, прямо перед началом нового сезона Пюник потерял свой хребет в центре поля. Артак Даршьян перешел в Ноа, а Хованес Арутюнян после окончания аренды вернулся в Сочи, чтобы оттуда снова уйти в аренду, но теперь уже в Арарат Армению. Обоих футболистов можно было сохранить, но, видимо, финансово Пюник уступает Ноа и Арарат Армении. Других причин я не вижу для потери таких футболистов. Соперником Пюника является чемпион Беларуси Минская Динамо. Команда хоть и именитая, но их можно и нужно побеждать. У Пюника очень опытная и сыгранная защита во главе с новоиспеченным капитаном Сергеем Вакуленко. Надежный вратарь в лице Генри Авакяна, но вот центр поля и нападение пока сыроватые. Уже в дебюте встречи нападающий Агдон Менезес имел реальную возможность вывести пюникцев вперед, однако слишком бесхитростно пробил во вратаря. Минчане ответили на это своей атакой. Но в этом матче Авакян, заменивший на воротах Бучнева, был оплотом надежности. Чувствовалось, что чемпионат Беларуси в самом ходу, поскольку футболисты Динамо были намного свежее и активнее нас. Плюс фактор домашнего поля сказывался. На 22-й минуте Мельниченко очень опасно бил головой, однако вытянувшийся струной Авакян и тут потащил. Прошла всего минута, и наш голкипер уже в более убойной позиции спас команду. Кстати, ему 28 лет, и Петракову стоит присмотреться к нему в качестве хотя бы запасного вратаря сборной. Точно не хуже Бучнева. После натиска в первые 20 минут минчане успокоились, и Пюник понемногу пришел в себя. Были даже какие-то подходы в атаке, но до действительно опасных моментов не доходило. Второй тайм начался со шквала атак Динамо. Особенно опасным был прострел Подстрелова, но замкнуть его не успел Мельниченко. Честно говоря, белорусы наиграли на гол. Бывший футболист Пюника нигериец Альфред должен был вывести вперед свою команду, но не зря он провел школу армянской лиги, естественно, он не забил. Под занавес встречи упустил последнюю реальную возможность вышедший на замену Иван Бахар, но лучшим футболистом этого матча остался наш Генри Авакян. Ничья – неплохой результат в гостевом матче. Но дома Пюнику нужно будет качественно прибавить в игре, если они хотят пройти дальше. Остается верить в тренерский талант Меликяна. Перейдем к самому амбициозному нашему клубу Ноа, которому попалась очень крепкая и опытная Ашкендия из Северной Македонии. Из нашего клуба хоть и ушли два лучших бомбардира Артур Миронян и голландец Поль Гладон, но в целом состав укомплектован солидно. В стартовом составе вышли Чанчаревич, Амбарцумян и молодой Горман Ильян, португальские новички Гонсало Силва и Элдер Феррейра. Ну а что послабить Шкендию, ереванцы предварительно выкупили одного из лучших его футболистов прошлого сезона, оттянутого нападающего Эральдо Чинари.
Очень предусмотрительно. Отмечу, что в запасе у НУА остались два футболиста сборной Армении – Артак Дашьян и Сергей Мурадян, и ряд новичков, которых только предстоит строить командную игру новому наставнику НУА Руи Мотта. Из-за большого количества новичков игра нашей команды была хаотичной. Чувствовался определенный класс футболистов, но не было командных взаимодействий. В целом, обе команды ничего интересного в первом тайме не показали. Второй тайм начался с более осознанных атак НУА. Выделялся своей техникой и дальними ударами Манвелян. Очень активен был бразильский новичок Матеус Айес. После часа игрового времени армянский клуб окончательно нашел ритм игры и прижал македонцев к своей половине поля, раз за разом создавая опасные моменты. На 81-й минуте еще один португальский новичок, 29-летний нападающий Гонсало Григорио, перешедший из Динамо Бухареста, открыл счет в этом матче, забив головой после ассиста от защитника Мильковича. Ну а на 90-й минуте сербский защитник уже сам забил гол с углового, установив окончательный счет 2-0. Очень уверенная победа НУА и сильная заявка на выход в следующий раунд. Ну и приступим к третьему участнику Еврокубков – Урарту, которому противостоял Калиев и Сталина. Команда Дмитрия Гунько еще перед матчем имела реальные потери. Сразу 5 футболистов основы не получили визу в Эстонию из-за российского паспорта. Поэтому на ворота встал 17-летний Гайк Газарян. В центре защиты вышли 21-летний Эрик Симонян и 22-летний Арма Газарян, а в середине поля 20-летний Харитон Айвазян. Всего в стартовом составе вышло 8 армянских футболистов. Невиданная роскошь для наших клубов. Забегая вперед, скажу, что нужно поблагодарить эстонцев за такие санкции. Наша молодежь намного талантливее непонятных выходцев из ФНЛ в составе Урарту. Но обо всем по порядку. Началась встреча как нельзя хуже для нас. Уже на 11-й минуте эстонцы забили усилиями своего капитана Тристана Таевали. В этом эпизоде не смогли офсайдную ловушку организовать наши молодые защитники. На 28-й минуте один из лучших футболистов прошлого сезона в составе Урарту, 22-летний Нарек Агасарян, блестящей передачей вывел на ударную позицию Харитона Айвазяна. Тот замешкал с ударом, но подоспевший Эдгар Мовсисян со второй попытки вонзил мяч в сетку. Во втором тайме вышедший на замену 22-летний Геворг Тарахчан, который совсем недавно дебютировал за сборную Армении в товарищеском матче со Словенией, неудачно пробил по воротам. Однако мяч достался все тому же Мовсисяну. Есть 2-1 в гостевом поединке. В оставшееся время Урарту был намного ближе к третьему голу, чем Калиев к ничье. Отдельно отмечу удачный выход на замену 16-летнего Давида Гарутюняна, очень техничный и быстро думающий юноша. Домой наша команда возвращается с уверенной победой и отличными шансами на выход в следующую стадию. Вот только интересно, как поступит Дмитрий Гунько в ответной встрече. Выпустит россиян, не сумевших прилететь в Эстонию, или продолжит доверять воспитанникам своей академии. Лично мне намного приятнее было наблюдать за нашими молодыми ребятами. Напомню, что победитель Кубка Армении Арарат Армения начнет свои выступления в Лиге конференции со второго раунда, где ему достался молдавский Зимру. На мой взгляд, есть довольно неплохие шансы на то, чтобы во втором раунде Еврокубковой квалификации мы увидели все наши 4 клуба. А пока, благодаря ничьей Пюника и победам НУА и Урарту, у нас уже есть 0,625 очков в таблице коэффициентов УЕФА. Не так уж далеко до 33-го места, дающее одно место в Лиге Европы. На этом сегодня все. Постараюсь сделать для вас такой же обзор после ответных матчей наших клубов. Не забудьте о лайке и подписке, а если у кого-то появилось желание отблагодарить меня любой суммой, номер карты вы видите на экране, а также в описании к видео.
Всем спасибо за внимание и до новых встреч!